Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня я с вами поделюсь еще одним замечательным рецептом, который, я уверена, пригодится вам и вашей семье на выходные. А перед этим я с вами поделюсь новым плейлистом. Мы собрали все рецепты выпечки в один плейлист, и теперь, когда у вас возникнет желание что-нибудь вкусненькое испечь, вы можете найти все это очень просто вот в этом плейлисте выпечка. Сегодня мы с вами будем готовить просто быстрейший, скорейший пирог. Минимальное, как всегда, количество ингредиентов, все быстро, вкусно и полезно. Мы с вами будем готовить пирог без замеса, яйца нам не нужны, насыпной и с яблоками. Яблоки, я думаю, есть у всех, так что давайте скорее готовить наш пирожок-дружок. Я просеиваю 125 грамм цельнозерновой муки, вы можете использовать другую, в миску, в которую я уже добавила манку из твердых сортов. Следом отправляю 1,5 чайные ложки разрыхлителя, это около 1 пакетика 10-граммового. Добавляю 2 столовые ложки обычного белого сахара и 1 пакетик 15 граммов, это сахар с ванилью. И теперь все перемешиваем до однородного состояния. Количество сахара вы регулируете по вашему вкусу. Еще у меня есть 6 штук вот таких красивых красных яблок. Я их очищаю с помощью овощечистки. И обратите внимание, здесь у меня лимонный сок. Как только я почищу яблоко, сразу смажу лимонным соком для того, чтобы оно не темнело. Оставшийся лимонный сок, всего у меня было 3 столовые ложки, отправляю на дно миски, в которую буду натирать яблоки. И натираю яблоки на крупной терке. Яблоки очень сочные и сладкие. Пирожок будет просто замечательным. Теперь яблоки, которые я натерла, перемешиваем равномерно с лимонным соком, потому что у нас не только для того, чтобы яблоки не потемнели, но и, конечно, для того, чтобы был замечательный аромат и вкус. Разбавить сладость яблок пикантной кислинкой лимона. Выпекать пирог я буду в разъемной форме, диаметр 22 сантиметра. Как вы видите, дно я застелила пергаментом, а стенки смазываю растопленным сливочным маслом. За что я люблю этот пирог? За простоту. Теперь с помощью ложки рассыпаем наше тесто на дно формы. Пергамент я не смазывала, потому что у меня на упаковке не написано, что его необходимо смазывать. Нужно ли смазывать ваш пергамент, читайте на этикетке. Вниз укладываем приблизительно 1/4 часть нашего вот такого сухого теста без замеса. Следующий слой — это яблоки с лимонным соком. Выкладываем его сверху нашего сухого слоя. Кстати, по желанию яблоки можно присыпать корицей. Это, конечно, по вашему вкусу. Как вариант, еще можно добавить кокосовую стружку. Будет тоже очень вкусно. Теперь с помощью лопаточки разравниваем яблоки и приминаем их вот к нижнему слою, для того, чтобы у нас получилось единое целое и в будущем у нас был вкусный пирог к чаю. Следующий слой — это опять смесь манки, муки и сахара. Добавляем еще 1/4 часть и теперь распределяем с помощью ложки. Таким образом выкладываем слой за слоем наш пирог. Вот так выглядит пирожок, который уже почти готов отправиться в духовку. И нам с вами нужно сделать еще кое-что. В 180 мл молока я добавляю 30 граммов сливочного масла, которое предварительно растопила в микроволновой печи. Теперь с помощью сухой вилки немного вот так накалываю, для того, чтобы наша заливка лучше распределялась по пирогу. Теперь заливаем молоко с маслом равномерно по всей поверхности нашего будущего пирога. Наш пирог уже готов отправиться в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать его нужно 40-45 минут. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что форму для выпекания я положила в сковороду большего диаметра. Вы можете положить вашу форму на противень. Для чего это нужно? Потому что молоко и сок яблока могут вытечь, ну и будет у вас грязная духовка. Я думаю, этого совсем не нужно. Поэтому я вот сковородку ставлю или на противень. Отправляем в духовку и увидимся с вами через 40 минут для того, чтобы посмотреть, какой классный и очень простой пирог с яблоками у нас получился. Мой дом наполнился восхитительными ароматами. Сегодня дети придут со школы и садика, сразу будут спрашивать, что же вкусного мы снимали. 45 минут прошло, пирог испекся, и я набралась терпения и на 15 минут отправила его на лоджию для того, чтобы он остыл. Итак, момент, снимаем форму, смотрим на наш красивый пирог и, конечно же, отрежем с вами кусочек. Перед тем, как доставать пирог, я вот здесь помогла себе ножичком по периметру, для того, чтобы он легко отошел от формы. Открываем форму. Я справилась, ура! Снимаем ее аккуратненько, для того, чтобы не повредить наш красивый пирог.
Вот такая красота получилась. Посмотрите, как замечательно выглядят слои. Он мягкий, сочный и при этом пропекся. Как он выглядит на разрезе, вы увидите прямо сейчас, потому что мне на самом деле тоже не терпится. Обожаю этот пирог за то, как быстро и просто он готовится. И с помощью лопаточки достаем наш красивый пирог. Вот такой он получается нежный. Сейчас отправим его на тарелочку и отломим кусочек. Отправляем кусочек на тарелку. И сейчас посмотрим, это просто воздушное яблочное облако. Посмотрите, какая красота. И самое главное, что яблоки пропеклись, они не хрустящие, они мягкие и очень-очень вкусные. Что могу сказать, завтра у нас будет просто восхитительный завтрак. И надеюсь, что вы тоже воспользуетесь таким простым и вкусным рецептом с яблоками. Ну и, конечно же, ваших мужчин угостите пирогом с чаем. Это будет очень вкусно, уютно, по-семейному. То, что нужно для того, чтобы провести праздник вместе. Ну и просто этот пирог хорош тогда, когда вам нужно что-то быстро приготовить, встретить гостей, просто угостить семью. Это отличный, вкусный, полезный вариант. Напоминаю, выпечка 2 раза в неделю на завтрак. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и очень-очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и яблочного пирога.